Здравствуйте, друзья! Тема сегодняшнего занятия – ноги и все, что с ними связано. Поэтому помимо основной разминки, давайте уделим особое внимание ногам. Начнем с разминки пальцев ног. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Другая ножка. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Подъем носочки. Ни, на пяточки откатываемся. Сан, си, го, року, сити, хачи. Разминаем голеностоп. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Колени. Сначала коленочки разотрем. Прямо через одежду. Так, чтобы вы чувствовали тепло. Они прям должны гореть. Руки на колени, вращение. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Хантай. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Ножки вместе. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Хантай. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Ни, сан, си, ни, сан, си, ни, сан, си, ни, сан, си. Потянулись вниз. Обняли ноги, замерли. Оп. Хорошо. Поднимаем тазобедренные суставы. Вращение. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Хантай. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Хорошо. Нужно растянуть ножки. Поэтому из положения ноги пошире. Совершаем наклон вперед. Коленочки прямые. Тянемся вниз. Тянемся вниз. Тянемся как можно ниже. Стопы можно повернуть чуть внутрь. Чувствуете, как у вас натягивается вот здесь вот сухожилие? Помимо разминки суставов, очень важно растянуть ноги, чтобы не получить случайную травму растяжения. Поэтому одну ножку вперед, потянемся. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Ножка, носочек. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Вниз тянемся. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. На заднюю ногу садимся. Носочек на себя. Колено прямое. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Другая нога. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Носочек. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Вниз. Ни, сан, си, року, сити, хачи. Сели. Ни, сан, си, го, року, сити, хачи. Садимся на пол, максимально раскидываем ножки, максимально возможный угол. И тянемся 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую, 10 раз вперед. Старайтесь носочки держать вверх, коленочки прямые. И тянуться обеими руками. И стараться грудь и живот положить на ногу. Сюда. Ни, сан, си, го. Ни, сан, си, го. Вперед старайтесь тянуться животом. Тазом. Ни, сан, си, го. Вот сюда. Из этого положения для разминки тазобедренных суставов приподнимаемся на руках. Ближе в это же положение можно опуститься сверху, в упор на руках. Пяточки на полу. И медленно, спокойно, на приемлемой для вас высоте от пола начинаем вращать бедра. Ни, медленно. Сан, си, го, року, сити, хачи, кю, дю.
Чем ниже это будет, тем лучше. После этого не забываем стряхнуть ножки. Стряхнуть ножки. Потянем колено. Колено поджимаем к себе. И руками прижимаем вверх. Также выполнить несколько раз. Ножку назад. Потянуть переднюю поверхность бедра. Стряхнули ноги. Далее продолжим динамической растяжки махи ногами. Мах ногой вперед. Маховая нога должна быть идеально прямая. Колено прямое. Совершайте резкий выхлест ногой. Мах. Как будто хотите ботинок ноги закинуть за голову туда. Для равновесия ручки можно расставить в сторону. Спинку выпрямить. Не сгибаться. Опорную ногу по возможности держать прямой. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Роко. Сечи. Хачи. Кю. Дзю. Аналогичный мах назад. Ич. Ни. Сан. Си. Стараемся колено не сгибать, взглядом контролируем пятку. Го. Роко. Сечи. Хачи. Кю. Дзю. И мах в сторону. Ребром. Представим, что мы стоим в узком коридоре. Нет возможности наклониться вперед или назад. Выполняем мах ребром. Боком стопы. Ич. Ни. Сан. Си. О. Роко. Сичи. Хачи. Кю. Дзю. Аналогично на другую сторону. Удар киряги. Подготовительное упражнение. Исходное положение. Кайсоку чуранкамая. Ручки на пояс. Перенос веса тела, вращение бедер. Все то же самое. Ич. Ни. Сан. Си. Следите, чтобы опорное колено было сонаправлено с носком. Го. Року. Сичи. Хачи. Кю. Дзю. Следующее подготовительное упражнение – вынос колена. Исходное положение кайсоку чуранкамая. Перенос веса тела, вынос колена. Колено выносится плотно к опорной ноге. Плотно к опорной ноге. Так что пяточка практически задевает, чиркает об опорную ногу. Сюда. Важный момент. Чем выше мы поднимаем колено, тем выше будет уровень последующего удара. Вынесенное колено, помимо своей основной функции, такого маховика разгона удара, несет в себе и защитную функцию. В случае того, если наш удар не состоялся, и противник успел выполнить какую-то встречную контратаку на опережение, вынесенное колено защищает пах и низ живота. Аналогичная ситуация в момент после удара, после возврата ноги. Ножка находится в этом же положении, выполняет также защитную функцию, в том числе после удара. Поэтому перенос веса тела с поворотом бедер, вынос колена. Вынос колена. Пока не высоко, до уровня пояса. Сюда. Обратите внимание, колено выходит между рук. Между рук. Таким образом, защита выстраивается, что нижнюю часть уровня защищает колено, выше идут руки. Пока до уровня пояса. На одну сторону, на другую. На одну и на другую. Прям сделайте паузу. Сделайте паузу. Сделайте паузу. Сюда. Ай. Следующий важный момент. Во время удара киряги бедро выходит вперед. Таким образом, что происходит доворот на опорной ноге, чтобы создать максимальную амплитуду движения бедра. Поэтому сейчас мы делаем следующее. Перенос веса тела. Бедро выносится, колено выносится уже выше и дальше вперед. И тянет за собой ударное бедро, тянет за собой опорное бедро, тем самым вращая опорную ногу. Сюда. Обратите внимание, опорная нога разворачивается пяточкой вперед на носочки. После возврата возвращается в исходное положение. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Этого не стоит делать специально. Не надо. Оно должно выходить следом за движением. Ударная нога должна своим разгоном развернуть опорную ногу. Развернуть опорную ногу. Очень важный нюанс в этом движении – не менять уровень высоты, не подскакивать.
То есть не делать так. Это ошибка. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ай. Следующее упражнение, которое позволяет разработать именно тазобедренный сустав во время удара, в его конечной фазе максимального раскрытия. Из положения Кайсоку Чиранкамай выполняются удары без акцентирования на сам удар. Сейчас важное направление движения. Выполняются они точно вот в этой плоскости. Один удар в одну сторону, другой удар в другую. Таким образом. Опорная ножка при этом остается без изменения положения. Происходит максимальное раскрытие. Объединив все нюансы предыдущих упражнений, мы в итоге получаем удар киряги. Исходное положение Кайсоку Чиранкамай. Перенос веса тела, вращение бедер, и за бедром выходит нога. Выносится колено, без подъема по высоте, выносится колено, и удар производится по центральной линии. Возврат, постановка. Ич, ни, сан, си. Ич, ни, сан, си. Ич, ни, сан, си. Поскольку колено выходит по центру и защищает здесь низ живота и пах, рука вниз не уходит, и колено выносится между рук. Сюда. Вот сюда. Очень важен уклон. Фуримюке. Точно такой же, как и фурикацки. Раз, два, три. Раз, два, три. После удара стоечка встает в исходное положение. Носки направлены вперед. Следующий важный момент, на который стоит обратить внимание. Ударная поверхность. Ударная поверхность – это подушечка большого пальца, основание большого и указательного пальца стопы. Дзенцукутери. Ее можно прочувствовать, если встать, поставить ногу на носочек, достаточно жестко и постучать. Достаточно жесткое положение. Попутное упражнение для отработки этого движения и повышения гибкости. Это положение, сидя на коленях, на носочках. Вот таким образом. Растягивая пальчики. Растягивая пальчики. При таком положении, используя такой ударной поверхности, удар получается более точечный и сфокусированный. В целом получаем движение киряги. Ич. Ни. Сан. Си. Ко. Рок. Ич. Ач. Кю. Дзю. Еще один важный момент при отработке техники – это точность ее исполнения. Для этого можно использовать некие метки на полу. В данном случае я использовал кусочки рулонного пластыря медицинского, который можно легко снять с пола. Отметьте ими положение ваших стоп в стоечке Кайсоку Чиранкамай, ваше начальное положение исполнения движения. И после выполнения удара обязательно сделайте небольшую паузу, не бросать ногу, совершая топот. Небольшая пауза, и должны поставить ее точно на эту меточку. То же самое с другой ногой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ай. Еще одним важным необходимым упражнением для отработки прямого удара ногой вперед является использование возвышения предмета. Это может быть любой предмет высотой примерно по уровню колена. В данном случае вот такая табуреточка. Поставьте его на расстоянии примерно одной стопы от кончиков ваших ног в положении Кайсоку Чиранкамай. Идеально совместить это упражнение с предыдущим, используя метки на полу. Вы стоите на меточках, и на стопе впереди от вас находится возвышение. Для чего это нужно? Для того, чтобы научиться не бросать ногу. При выполнении упражнения выполнить правильный вынос ноги, удар, возврат, установку в нужное место. Вынос, удар, возврат, установка в нужное место. Вот сюда. Разработке мышц, участвующих в ударе, очень хорошо подходят статические положения, статические удержания. Покажу. То же самое выполняем медленно с статическим удержанием в положении выпрямленной ноги. Возврат. Поставили. Раз, два, три, четыре. То же самое можно совместить с табуреточкой.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Вынос. Два, три, четыре. Раз, три, четыре. Раз, три, четыре. Для отработки точности удара можно, как и раньше, использовать какой-либо вертикальный ориентир. Например, даже совместив его с предыдущими упражнениями. Встаем напротив вертикального ориентира и выполняем удар и правой ногой, и левой ногой в одну точку на центральной линии. При этом соблюдая уход, уклон. Раз, два. Раз, два. Отлично, если вам будет помогать партнер. Используя подручные средства, например, подушку. Он ее будет удерживать. Здесь важно отработать еще направление удара. Важно его понимать. Направление удара. Удар должен как бы пронизывать мишень. Пронизывать и чуть поддевать ее. Как шампур входит в мясо при насаживании. Точно так же здесь удар должен входить туда. Входить и выходить обратно. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Еще раз, задача не выбить пыль из этой подушки. Подушка используется только для ориентира цели и ориентира угла входа удара. Естественно, это не учебно-тренировочный снаряд для отработки удара. Это подручное средство, используемое в вынужденных условиях самоизоляции. Удар, который мы сегодня с вами рассмотрим, это кинтеки гири. Кин в переводе с японского это золото, теки мишень. Золотая мишень. Атака в пах. Исходное положение кайсоку чуданкамай. Все то же самое, как в кириаге. Перенос веса тела, поворот бедра. Но поскольку наша мишень находится невысоко, поэтому вынос колена высоко не подразумевается. Колено выносится примерно до середины бедра, не выше. Примерно до середины бедра, не выше. Здесь гораздо важнее его плотность выноса к опорной ноге. В ударе в этом важна хлесткость, скорость и хлесткость. И в отличие от предыдущего удара, ударная поверхность уже подъем стопы. Подъем стопы. Удар выполняется таким образом, как будто мы забрасываем удочку и выдергиваем ее обратно. Забрасываем и выдергиваем. Раз. 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 Если в предыдущем ударе кириаги направление движения было вперед перпендикулярно цели, чуть поддевая вверх, то в ударе кинтеки гири основное движение, основная сила удара и выхлест будут направлены в конечной точке вверх, вертикально вверх. Должен осуществляться такой захлест. Захлест вверх. Направление движения вверх. После этого нога возвращается назад. Для отработки точности удара и правильности угла его нанесения хорошо использовать партнера с подручными средствами, например, с мячом. Партнер стоит напротив вас, мяч держит примерно на уровне низ живота, чуть подвинув от себя. Важно здесь не выбить мяч у партнера, хотя в голове себя нужно держать, что направлением удара вы должны направить мяч вверх. Вверх. Вверх, может быть, чуть в него, вверх. Поэтому и направление удара должно быть снизу, захлестывая вверх. Вот сюда. Едва коснувшись мяча. Раз, два. Раз, два. Чуть пониже. Раз. 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 В этом ударе еще раз важна хлесткость и скорость движения. Хлесткость и скорость движения. А мощь и сила удара даст именно вынесение бедра. Вынесение бедра. Вынесение бедра. Оно никуда не девается. И точно так же, как предыдущий удар, усиливает его. Вся мощь идет от выноса бедра. Один из аспектов атеми, правил нанесения ударов, является правильный угол атаки. Вот в тех ударах, которые мы разобрали, кириаги, кинтеки гири, это наглядно видно. Очень важно понимать это и разделять их, и выполнять правильный угол атаки. Второй важный момент, который следует отметить. Это касается не только ударов ногами, но и ударов руками, и вообще, в принципе, всех ударов. Научно доказанный факт, чтобы любая техника, в том числе удар, стала вашей техникой, чтобы она вошла в вашу плоть и кровь, так сказать, и стала вашей естественной реакцией какой-то, ее нужно выполнить не менее 10 тысяч раз. При этом за одну тренировку выполнять более 300 раз нецелесообразно.
То есть дальше она никаким образом уже не помогает в дальнейшем выполнении. Но вот эта цифра в 300 ударов за тренировку, она такая оптимальная. Поэтому старайтесь выполнять ударов как можно больше. Естественно, для отработки ударов, для постановки ударов необходимы снаряды. Различные снаряды, лапы, мешки, настенные подушки и так далее, и так далее. Но в нынешних условиях, вынужденных условиях, мы вынуждены работать с тем, что есть. Поэтому это время идеально потратить на именно кихон, на постановку правильности техники, правильности отработки траектории удара, правильности выполнения переноса веса тела, вращения бедер, выполнения всех амплитуд и так далее. В бою колени и лодыжки являются одними из самыми уязвимыми, лишенными естественной защиты элементами тела человека. Стоит нанести им травму, и боец лишается подвижности и не может проявлять уже прежнюю активность. Поэтому стоит обратить особое внимание на укрепление коленей и ног в принципе. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим ряд подводящих упражнений, постепенно усложняя, для укрепления ног. Это будут упражнения из разряда приседаний. Мы не будем рассматривать самые сложные варианты приседаний, дойдем до обычного приседания именно из расчета на то, чтобы укреплять ноги постепенно. Первое упражнение с использованием невысокого табурета, примерно на уровне колен. Наклоняемся вперед до касания предмета. Из этого положения мы начинаем приседать, поскольку мы находимся в наклоне, часть нагрузки уходит вперед на руки, снимается с ног. Приседаем, при приседании старайтесь так, чтобы колени не выходили за носки. То есть в конечной точке, после примерно положения горизонтального бедра, смещайте вес тела на пяточки больше. Вот сюда. Раз, два. И так далее. Доведите это упражнение до 3 подходов по 40 раз. Еще одно подготовительное упражнение, целью которого призвано отработать точность техники исполнения приседания и в особенности его фазы подъема без рывков. Приседание с поддержкой в опору. Необходимо найти опору уже повыше, это может быть какой-то высокий стол или подоконник. Руки кладем на него, собственно, выполняем приседание вниз. И при подъеме опираемся руками, чуть-чуть себе помогаем. При опускании вдох, при подъеме выдох. Доведите упражнение до 3 подходов по 30 раз. Следующее упражнение – это неполное приседание. Приседание до параллели бедра пола. Выполняется следующим образом. Руки можете вытянуть вперед при этом, либо сложить на плечи. Приседаем вниз до параллели бедрам. Еще раз, в этом положении вес переносим на пяточки, чтобы колени не выходили вперед. Чуть задерживаемся в этом положении, встаем наверх. Опять. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Доведите это упражнение до 3 подходов по 40 раз. Так, путем подготовительных упражнений мы подошли как раз к полному варианту приседания. Из положения ноги на ширине плеч мы приседаем вниз. При этом, еще раз, при прохождении точки параллельности бедра полу смещаем вес на пяточки, садимся до конца вниз. Из этого положения встаем. Плавно, без рывков поднимаемся. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Важно не отрывать пятки от пола во время выполнения движения. Раз, два. Раз, два. Доведите это упражнение до 3 подходов по 30 раз. На самом деле вариантов приседания существует бесчисленное множество. Мы рассмотрели лишь одни из самых простых из них, так называемые подготовительные упражнения, позволяющие укрепить ноги для выполнения более сложных вариантов приседаний. В последующих выпусках и видео я буду рассматривать различные варианты приседаний, стараясь усложнять их от выпуска к выпуску. А сейчас хочу показать еще один из моих любимых вариантов приседания. Приседания с ударом ногой. Особенно классно их выполнять с утяжелителями на ногах, но сейчас ввиду отсутствия их буду выполнять их без них. Данное упражнение очень здорово помогает развить взрывную силу ноги для удара, как раз тех ударов, которые мы сегодня рассматривали, прямой удар вперед. Выполнять его необходимо таким образом. Ручки мы держим повыше, к голове, выполняем приседание в самый низ, стараясь коснуться ягодицами пяточек. Из этого положения резко поднимаемся наверх и выполняем поочередно удары ногой максимально вверх. Следующим движением, вот таким можем работать.
До свидания.